А тут вообще просто огромный видоискатель, такой видоискателище. Он даже выходит за рамки, то есть мне приходится глазом по видоискателю бегать, чтобы увидеть полностью весь экран. Здравствуйте, друзья! Помочь разобраться в кинокамерах. И заодно вас хочу познакомить вот с такой вот кинокамерой. Canon AutoZoom 512 XL Electronic. Хочу тоже также сравнить ее с другой похожей. Ну, и мне так показалось, по органу управления она очень похожа. С 518 AutoZoom. Хочу обратить внимание, чем же они похожи. Почему я именно эту взял. Есть еще одна, есть тоже. Так, это у нас просто Canon. Но она тоже имеет отношение к этим двум камерам. Потому что у них у всех идет пятикратный зум. 518, 518 и 512. У них везде пятикратный зум, но эти больше всего похожи. То есть вот они даже какая-то лучше, какая-то хуже, вот в каком-то смысле. Давайте рассмотрим, в чем же их разница. Разница, конечно же, в этой маркировке 512 и 518. Что это означает? Это означает, что 518 это у нас пятикратный зум, диафрагма полностью открытая 1.8, а здесь у нас диафрагма 1.2 полностью открытая. А здесь еще есть обозначение XL. XL это означает в принципе все кинокамеры, так я насколько вот видел, уже сравнивал. XL означает, что угол обтюратора у этих кинокамер 220 градусов. У этих же он может там варьироваться 170, 150. Здесь, по-моему, 150 или 155 вот в этой кинокамере. Здесь 220. Это что говорит нам? Выдержка в этой кинокамере составляет 1/40, здесь 1/30. То есть эта кинокамера больше для таких темных помещений. Она выиграет, у нее выигрышное положение. Во-первых, у нее, грубо говоря, на 1/3 у нее выдержка дольше, и тем самым. И плюс у нее еще 1.2 полностью открытая диафрагма, а здесь 1.8. Это примерно 1,5 стопа. В общем, почти, если все это прибавить, да, то почти на 2 стопа вот это вот более глазастая, скажем так, да. И, казалось бы, я сейчас, как бы у меня пока что это, вот с этой кинокамерой нужно повозиться немножко там, полностью не могу показать вам частоты съемки. Но здесь я уже ее показывал, поэтому нет смысла. Теперь еще отличие. То есть вот у нас вот эти вот кнопочки, все вот переключатели у нас все почти в одном и том же положении, да. Тест батареи 518, а 512 с этой стороны. Есть складная рукоятка. Это тоже хорошо, то есть уже более компактно. В монолите, когда идут, то есть у них есть такой вариант, что если батарейки, когда забываем, да, они бывают текут и попадает все это на схему. Что вот с этой кинокамерой произошло? Отсюда попали, значит, остатки от испорченных батареек, и они залили вот где-то вот так часть схемы, насколько я мог. Я просто не могу ее раскрутить полностью, потому что там винты полностью заржавели, как бы окислились. И я не могу добраться. Так я оттянул, посмотрел, ну да. Из-за этого мне не работает. Какое-то время еще работал, но с таким хрустом ручная диафрагма. Приходится уже, ну хорошо, хоть в автомате работает. То есть вот эта как бы монолитная рукоятка вместе с корпусом кинокамеры, вот в этом есть проблема. Кстати, у кинокамер от этих низа рукоятка отстегивается, по-моему, во всех моделях, если не ошибаюсь. Может, каких-то там более старых нет, отстегивается. И там тоже батарейки находятся отдельно.
То есть если они даже потекли, они в кинокамеру не заливаются. Здесь то же самое. Тут отдельно идет блок батарей. Это очень хорошо. То есть если даже забыли, они там окислились, там оно, конечно, сгниет, там окислится, но зато оно не попадет в корпус кинокамеры. Теле-wide zoom у нас тоже в одном и том же месте практически. Это хорошо. Объективы, вот интересно, да, вот диафрагма вроде 1.8, но объективы одинаковые практически. У них те же самые фокусные расстояния от 9,5 до 47,5 мм. Здесь то же самое. Они выглядят и написано на них C8 маркировка. Точно так же, как и в этой кинокамере. Тоже такой же зум, такой же объектив. Единственное, что здесь немножко, вот, возможно, что вот ее когда переделали на вот эту SV, то в ней более видоискатель. Супер Viewfinder, может быть, так переводится. То есть здесь немножко хуже видно и сложнее наводиться на резкость. Объективы у них одинаковые. Единственное, что вот они немножечко там отличаются по своей красоте, скажем так, да. И в этой такой же самый, я так понимаю, так я понял. То есть до призмы, а может быть там дополнительные линзы добавили, ну, чтобы увеличить все-таки вот эту диафрагменное число в 1,2. Потому что здесь сложная идет схема, тут, если не помню, 17 или сколько, в 12 группах, по-моему, линз. Тут 14, по-моему, не помню. И здесь тоже я не помню. Я, может быть, в титрах укажу, если не забуду. По объективам они как бы все одинаковые. Единственное, что вот этот лучше видит. То есть диаметр одинаковый, 48 под фильтр. Здесь 48 под фильтр, но вот диафрагмы разные. Пока нет возможности проверить эту камеру. Я еще буду ее разбирать. Достоинство этой кинокамеры. Есть место под спусковой тросик, под одиночные кадры. Помимо электронного, по шнуру делать покадровую съемку, либо удаленную съемку, мы можем еще и механически покадрово и тросиком можем вот здесь. В этой кинокамере этого нет. То есть под тросик здесь я не нашел. Тоже здесь удаленка идет по проводам. Она же и кадр в секунду. То есть вот мы переключаем это режим работы. Это режим включения с блокировкой. Так он происходит. То есть кнопка блокируется. То есть для самосъемки, допустим. Для того, чтобы ее разблокировать. Либо, когда мы всовываем сюда штекер со шнуром, она не будет снимать до тех пор, пока мы не нажмем кнопку на конце шнура. Если мы ее отсюда вытащим, она начнет снимать. Это можно использовать без шнура, мы можем просто сразу включаем самосъемку. И покадровая съемка. Здесь тоже блокируется и будет делать только один кадр, когда мы... Я сейчас покажу вам. Вот мы вошли в этот режим. Она тоже заблокируется, но она сделает один кадр всего лишь. И если у нас подсоединен шнур, она будет делать столько, сколько мы раз будем нажимать на кнопку на конце шнура. Так у нас как бы вот это больше подходит для механических дел. Да? У нас здесь есть под механический тросик и под электронный. Да. Тут есть 24 кадра в секунду и скоростная съемка. Скоростная съемка примерно 32-36 кадров в секунду. Там примерно они так пишут. Здесь только есть пониженная частота съемки, 9 кадров в секунду, 18 и тоже высокоскоростная. 24 кадра нет, но зато здесь есть 9 кадров в секунду. Тоже как вариант неплохо. То есть у нас здесь есть замедленная съемка, очень замедленная, и повышенная съемка. Почти в 2 раза, и тут в 2 раза ускоренная выйдет, если мы будем снимать 9 кадров в секунду. Стандартная и там везде 18. Для кинопленки 8 мм это нормально, супер 8. Здесь вы видите такой более открытый счетчик в футах. Здесь больше закрыт, но здесь более открыт такой. Потом есть контроль движения пленки с точкой.
здесь и здесь. Похоже, я же говорю, очень похоже. А, еще я уже здесь сам прикрутил. Смотрел, думаю, что за два гнезда. Сначала не понял. Там, думаю, пластиковые. Ага, значит, ясно. Что-то должно быть такое для хранения чего-то. С другой кинокамеры скрутил вот такой вот болтик. Потому что вот для штатива есть как бы, а это такая же резьба, но отдельно. И утопленная, чтобы не мешать штативной площадке. Оказывается, это у нас вот для вот этих дел. У меня уже есть подобная кинокамера Casino 7410. Там тоже есть под резьбу для того, чтобы устанавливать внешнее освещение, одновременно выводя фильтр между объективом и кинопленкой. Потому что он сейчас введен, когда мы... Вот он, слышали, да, он как бы опять ввелся. Когда у нас ничего не вкручено, у нас введен. Для чего это нужно? Для того, чтобы, если у нас кинопленка рассчитана для ламп искусственного освещения, в общем, с обозначением Т. То есть вот сейчас у нас на рынке продается кодек 200Т и 500Т. Вот в этом случае при съемке на улице фильтр должен быть введен между объективом и кинопленкой. Для того, чтобы скомпенсировать дневной свет, чтобы не было голубого изображения, чтобы было нормальное. Так, вот давайте я вам покажу. Вот на примере 200Т и 50D. Две кинопленки для дневного света и для ламп накаливания. Вот здесь вырез есть, который не нажимает. И здесь выреза нет, который нажимает. И тогда фильтр уходит из объектива. И когда мы снимаем на кинопленке, рассчитанной для дневного света, фильтр нам не нужен. Но когда... Почему здесь вот сделана эта кнопка, да, в этой резьбе? Для того, чтобы когда у нас находится кинопленка внутри для ламп накаливания, и мы включили, например, лампу накаливания, то получится двойная, как бы, желтое на желтое, как бы, грубо говоря, так скажем, будет желтое изображение, да? Для того, чтобы этого не было, чтобы было только как бы лампа накаливания и все. Эта кнопка, она выводит фильтр, и фильтром является желтым сама лампа накаливания, либо галогенная лампа накаливания, либо которую мы помещаем на кинокамеру. Вот здесь, вот в этой кинокамере, тут по-другому. Тут вынимается вот эта заглушка и вставляется в щель в эту тоже такая пластина, которая выводит фильтр. Либо лампы накаливания шли тоже такие вот. То есть не вкручивались, они разные были. Или вставляется вот в эту щель лампа накаливания. Тогда фильтр выводится, и можно снимать кинопленкой типа 200Т, 500Т, буквочкой Т. Так. В этой кинокамере тут у нас что тут у нас? В этой кинокамере лампочка — это фильтр выведен, его нет. И солнышко — это фильтр введен между пленкой и кинокамерой. То есть, когда мы на улице снимаем, для ламп накаливания, то символ должен быть солнышко. Так выведен фильтр. Что еще по... не знаю, это недостаток или как сказать, но в этой кинокамере я обратил внимание, что у нее... То есть загрузка в них тоже, в этих кинокамерах, одинаковая, видите? Вот. Но металлическое кадровое окно, а здесь у нас оно пластиковое. Не знаю, как бы можно отнести к недостатку, но
Но есть что есть. Еще я почитал, что в этой кинокамере, даже тут и видно, 5 пинов, 5 нажималочек. Они тут немножко другие. Так, тут нажималки реально такие, вот как нажималки, а тут 6. Это значит, что можно здесь использовать 7 видов пленки, а здесь 6. Ну, всегда на одну больше получается, потому что когда у нас вырез большой, он ничего не нажимает. И потом пошло. То есть не нажимает, но это является определением светочувствительности. Потом у нас идет нажималка 1, 2, 3, 4, 5. Да? 5 плюс ничего, это у нас будет 6 видов пленки. Здесь 6, а здесь 7. Как бы не критично, но вот эта кинопленка определяет, это как 400 определит, а это определит как 250. Да, вот это как 250 определит, максимальное, что она может определить. Это у нас определит как 400. То есть это ближе вот к 500-кам, вот это более приспособленнее, скажем так. Ну, возможно, почему так сделали инженеры, потому что здесь все-таки 1,2 дырка, потом 1,30, 1,30 все-таки. Хотя тут диафрагма 45, максимально тут 32. Вот что она и компенсирует вот эту 1,30. Как бы в том смысле, что это по экспозиции это хорошее. Но единственное, что вот маленький, но минус такой. Один, то, что пластик, и второе, то, что вот нажималочек тут 6, тут 5. Особенно по максимуму, где, ну, начинается с 16. 16 для ламп дневного света, и если мы ламп накаливания, то там 25. А так вот, обратите внимание, здесь у нас такие вот мягенькие. Ну, то есть, как бы кинокамеры похожи. На что обращайте внимание при, вот как раз вот я же говорю, что сколько пинов нажимается, потому что в некоторых есть вообще один только. Один, это значит, он только может два вида пленки определить. То есть не нажатый, 25, допустим, ISO, и нажат 100 единиц ISO. Сейчас я покажу. Вот смотрите, такая вот у нас кинокамера, где всего лишь одна нажималочка. Вот она у нас. И вот тут написано 25 и 100. Это для дневного света. Если у вас для ламп накаливания, то 40 и 160. Тут тоже есть эта нажималочка, где фильтр вводится и выводится. Так он введен, так он выведен. Когда мы вставляем кассету с обозначением. То есть вот эта кассета тут пройдет. Она немножко даже поджарит. Вот 160, видите, да? Мы ее вставляем, и она будет определять ее как 160. Кинокамера будет думать, что здесь кинопленка 160. У нас тут ничего не нажато. Это пленка 50. Она будет нажимать. Она выводит фильтр. И кинокамера понимает, что здесь. Сейчас определим, нажимает она. Да, она нажимает вот эту нажималочку, и кинокамера думает, что здесь 25 единиц. То есть немножечко ее поджарит. Вернее, изображение будет, как и в этом случае, немножко будет пережарено, но здесь менее будет пережарено. Она думает, что 160, здесь на самом деле 200, а здесь в 2 раза. Ну, не страшно. То есть вот эти два типа кинопленок очень хорошо подходят для вот именно конкретно этой модели. Это с одной нажималкой. Бывает 2 нажималочки там, где идет у них. Видимо, в те года были популярны вот эти 2 формата для дневного света и такого более для приглушенного. То есть было 2 типа кинопленок, больше всего популярны, поэтому они сделали только 2, 25 и 100 ISO. Хотя, если уже совсем там придираться, да, то можно какому-нибудь специалисту, который может
через замерить через флешметр какой-нибудь и может вывести под каждую отдельно, под ваши кинопленки, которые там больше всего, ну, такой вариант делают люди. Но тогда вы будете привязаны именно к конкретным этим двум видам пленок. То есть, например, вы там подкрутите на 50 и на 200, например. Все, вы можете использовать только вот эти 50 и 200. И то там получается на 160 надо будет по дневному и выйдет на 250. Не, ну тогда придется этого оставить, а эту можно подкрутить немножко на 50. Еще ж есть Фомапан у нас. Очень доступная кинопленка, которая не сильно дорогая, и вот так кинокамера ее определит спокойно. Так, что у нас тут? Тут 4 нажималочки, то есть здесь 4 пина, если видно. 4 пина. Здесь у нас, значит, определяется Я надеюсь, что она у меня заработает. Не впервой в кинокамеру Canon залазил, внизу залазил, поэтому очень важно при покупке кинокамеры изучить ее, какая у вас показывает о движении кинопленки. Если она не показывает, она бывает, что некоторые показывают внутри, всякие флажочки прыгают, как вот внизу там, по-моему, там зажигается лампочка, когда, вернее, мигает лампочка, когда пленка идет, и когда она либо заканчивается, либо останавливается, она просто горит. Здесь видно вот много кинокамер, в которых есть контроль, то есть счетчик может идти, а по факту, ну, можно на слух, конечно, определить, но желательно, чтобы были какие-то контроль, чтобы оно как-то бежало, как-то видно было. Хотя вот тут, по-моему, здесь тоже есть, видите, тоже есть контрольный такой бегуночек. Чем здесь еще хорошо, что здесь есть макрозум, там его нет. Тут встроенная бленда, такая приличная, хорошая. Макрозум мы, когда доходим до 9,5 и приподнимаем и входим в режим макро. Там буквально очень близкое расстояние. Вот в этой кинокамере еще есть растер. Растер и клинья. В этой только растер, но хороший такой крупный растер, так четко его видно. Навестись очень легко на резкость. И либо по матовому, то что вокруг растра, кружочек с растром, и клиньев тут нет. Но здесь есть клинья. Очень хорошо тоже матовое стекло работает. Тут тоже на резкость хорошо. И клинья тут, я вот уже заметил, немножко клинья чуть-чуть не совпадают с растром. Чуть-чуть. Вот растр по метражу я так померил, он более точнее. И еще я что заметил, что при зумировании, возможно, это недостаток, да, то есть клинья уходят. Если вот ориентироваться по клиньям, да, ну там как бы по клиньям, либо по растру, то вот по растру, например, возможно, у нас покажет там по клиньям двоечку, а по растру у нас покажет вот чуть-чуть меньше, то есть ближе расстояние. Вот такое расхождение небольшое. И когда вы наберетесь, например, опыта конкретно с какой-то определенной моделью камеры, да, которую вы купите, то обращайте внимание на эти нюансы, что может не совпадать чуть-чуть растер с клиньями. То есть матовое стекло и растер, он совпадает, а клинья, допустим, уводятся чуть-чуть дальше расстояние. То есть может быть бэкфокус такой, так называемый. То есть когда сзади немножко изображение. Оно будет и переднее, да, но мало того, когда вы в телережиме, например, навелись, то в широком у вас может быть расхождение. У вас даже по клиньям может уйти клин. Поэтому все-таки доводите по клиньям.
или по растру, ну, там уже просто, когда широкий угол, там тяжело, там легче клиньями работать. Поэтому по клиньям все-таки сделайте, чтобы они совпали. Потому что если изображение сдвинуто, у вас будет все равно, я так думаю, что будет не резко. Посмотрим, практика покажет, тесты покажут, но вот что вот в этой кинокамере я заметил, здесь растер везде одинаковый. Что на этом, что на этом. То есть мы навели резкость, допустим, в телережиме, можем отдалять, у нас все будет резко. Это я уже именно с практической точки зрения. И так смотрю, что вроде растер там не меняет своего, как в косина или косина. Я заметил, там тоже на широком угле все-таки теряется резкость, если мы навелись в телережиме. Хотя везде в паспортах столкнулся я с такой, да. Хотя я сам всем рекомендую всегда в телережиме навестись на резкость, то можно отдалить. Ручка у нас вот так вот фиксируется. Такой вид она имеет. Так сбоку немножко. Ну и кнопка под палец, в принципе, тоже такая как какой-то выключатель. Кинокамера, она не сложная. И я бы отнес ее просто вот к простейшим. То, что все, что есть, то нужно, как бы, минимально, да. Покадровая съемка есть, самосъемка есть, режим диафрагмы автоматический и ручной. То есть ручной здесь вот так оттягивается. И мы можем в ручном режиме уже диафрагмой регулировать, как мы измерили по экспонометру. И переходим автоматически, полностью нажимаем, утапливаем. Точно так же и здесь. Тянули. Сейчас она не работает, но когда-то она работала. Я ей активно пользовался, но я же говорю, почему там в схеме уже там нужно чистить, паять, перепаивать, там нужно будет менять, скорее всего, вот этот реостат, что там, не знаю, в общем, не могу добраться пока. Частоты съемки как бы не обязательно важны, там 9 или там высокоскоростная, 18 обычная, нормально. Автоматический зум, вот с этой кинокамерой сколько работал, я не помню, может быть, один раз воспользовался. Не пользуюсь, я практически этим не пользуюсь. Достоинство то, что здесь можно снимать в приемлемом помещении. В принципе, я снимал на 100 единиц на Fomapan, на вот эту кинокамеру отлично работает. А тут еще 2 стопа, представляете? Если на Fomapan 100, то, наверное, и на 50D можно будет снимать ей, в принципе, в таком помещении, где глазу видно хорошо. Там вот откроет диафрагму на 1,2 и, пожалуйста, при 1,30 вот вам 2 стопа, грубо говоря, если 50, 100, 200. Эквивалент сюда мы уже только 200-ку. Тот же результат. Но это тоже надо тесты с ним снять, посмотреть, как реально в жизни оно происходит. Вроде бы одно и то же, но все-таки свет по-разному проходит. И, хотя по параметрам должно быть одинаково. Поэтому все покажут тесты. Главное запустить и потом будем делать тесты, снимать. Все, когда будете выбирать кинокамеру, обращайте внимание, чтобы была ручная диафрагма. Доступность такая, управлять ручной диафрагмой. Если нет, то хотя бы, чтобы были какие-то у вас кнопочки. То есть плюс. Вот здесь мы можем добавить один плюс. Вот в этой кинокамере единственная поправочка, это что мы можем добавить один плюс по экспозиции. Все, она работает полностью в автомате. Это работает как в ручном, так и в автомате. А вот тут кодек, там можно уже... Она, конечно, скажем так, мыльница среди сканеров, но какой-то там все равно хороший, более-менее приемлемый результат там есть. Я в руках не видел такого, как только в интернете видел. И поэтому хотел бы приобрести, чтобы подавать более качественное наше кино. Всем пока. Всего вам хорошего.